Приветствую! Поговорим о сферическом мышлении. Сферическое мышление в контексте 4D реальности — это метафорический термин, который описывает способность мыслить более гибко и объемно, выходя за рамки привычных трехмерных представлений о мире. Это подразумевает способность рассматривать различные точки зрения, учитывать множество факторов и последствий, а также воспринимать время как четвертое измерение. В трехмерном пространстве, к которому мы привыкли, объекты имеют три измерения – длину, ширину и высоту. Четвертое измерение часто ассоциируется с временем, и хотя мы не можем физически перемещаться в нем, как в пространстве, мы можем воспринимать его как последовательность событий. Сферическое мышление в 4D реальности означает, что мы пытаемся учитывать не только текущий момент, но и прошлое и будущее, а также различные точки зрения, как будто мы можем перемещаться во времени и пространстве, чтобы лучше понять ситуацию. Вот несколько аспектов, которые можно рассматривать в контексте сферического мышления в 4D реальности. Гибкость мышления, умение переключаться между разными точками зрения, не зацикливаясь на одной. Комплексный подход, рассмотрение проблемы с разных сторон, учитывая множество факторов и их взаимосвязи. Временная перспектива, понимание того, как прошлое влияет на настоящее и как настоящее может повлиять на будущее. Эмпатия – способность встать на место другого человека и понять его точку зрения. Креативность – способность видеть новые возможности и решения выхода за рамки привычных паттернов. Например, при принятии решения можно не только учитывать текущие обстоятельства, но и думать о том, как это решение повлияет на будущее, а также как это решение может быть воспринято другими людьми. Сферическое мышление помогает нам принимать более взвешенные и осознанные решения. В некотором смысле сферическое мышление в 4D реальности можно сравнить с работой художника, который создает картину, учитывая все аспекты композиции, цвета и формы, чтобы передать определенное настроение или идею. Это не просто механическое перечисление фактов, а скорее творческий процесс, который требует гибкости, воображения и понимания взаимосвязей. То есть сферическое мышление в широком смысле означает стремление к целостному всестороннему пониманию, часто в отрыве от конкретных реалий и практических ограничений. В повседневной жизни такой подход может проявляться в попытках охватить все аспекты какой-либо ситуации, игнорируя детали и конкретику. Вот пример сферического мышления в реальной жизни. Представьте себе ситуацию, когда человек, планируя свой отпуск, вместо того, чтобы выбрать конкретное направление, место проживания и примерный бюджет, начинает рассуждать о глобальных вопросах, таких как идеальное место для отдыха, лучшие условия для релаксации и как сделать отпуск незабываемым для всех. При этом он не учитывает такие важные факторы, как стоимость поездки, доступность транспорта, наличие виз, личные предпочтения членов семьи и так далее. Вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретных действиях, он погружается в общее абстрактное рассуждение, не приближаясь к реальному планированию. Этот пример показывает, как стремление к идеальному, всеобъемлющему подходу может привести к неспособности принять конкретные решения и предпринять практические шаги. Человек как бы находится в вакууме, рассуждая о сферическом отпуске, в то время как реальный отпуск требует конкретных действий и решений. То есть здесь нужно распределять два внимания. Одно внимание держать на сферическом мышлении, а второе внимание держать на более конкретном способе восприятия. И таким образом происходит расширение сознания.